Буквально вчера произошло то, чего многие инвесторы по всему миру ждали более 2 лет. Ведь глава ФРС Джером Пауэлл наконец-то сказал, что они готовы снижать процентную ставку уже в сентябре. Это является важнейшим событием для мировой экономики, ведь на фоне снижения ставок ФРС инвесторы массово скупают рискованные активы, потому что индекс доллара активно падает и прямо сейчас фиксирует дно 2023 года. Конечно же, основная часть капитала идет в фондовый рынок, из-за чего акции крупных компаний растут, но поскольку в январе этого года в США был одобрен первый спотовый биткоин ETF, он является отличным активом для больших инвесторов во время смягчения денежно-кредитной политики. В последний раз ФРС снижала ставку в далеком 2019 году, но при этом в разгар пандемии они были вынуждены спасать экономику и в 2020 году опустили ставку до нуля. И знаете, что тогда произошло с биткоином? Он вошел в фазу булрана и буквально за год вырос более чем на 600%. После вчерашнего выступления Пауэлла биткоин уже успел пробить ключевое сопротивление на уровне 64 тысячи. Но является ли это началом того самого исторического цикла 2020 года, когда ФРС снизила процентную ставку? Друзья, у меня уже есть ответ на данный вопрос, и вы его получите сегодня в видео. Но пока биткоин формировал поддержку выше уровня 60 тысяч, многие альткоины успели зафиксировать от 10 до 30% роста за неделю. Причем для некоторых монет это только начало, из-за чего сегодня вы также узнаете, какую монету накапливают фонды Grayscale и Franklin Templeton, какой токен увеличил выручку за комиссии в $500 000 за сутки, какую криптовалюту поддерживает японский гигант Sony, а также мы поговорим о других токенах, которые после нашего недавнего топа зафиксировали активный рост. Но если вы желаете, чтобы мы сделали для вас большую подборку лучших монет из разных секторов рынка на осень 2024, у которых также будет меняться уровень риска и доходности, давайте наберем 2000 лайков. Ваша поддержка — это лучшая мотивация выпускать ролики намного чаще. Поэтому спасибо вам за лайки. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, еще одна неделя на крипторынке подходит к концу, и в последние 7 дней единственное, что влияло на биткоин, это, конечно же, экономика США. В среду были опубликованы протоколы ФОМС, которые показали нам, что на заседании 31 июля большинство политиков ФРС согласились с началом снижения ставки в сентябре, хотя некоторые чиновники были готовы понизить ставку уже в июле. Но все точки над «и» расставил Джером Пауэлл, который вчера выступал в Джексон-Холл, где он сказал долгожданную фразу: «Пришло время скорректировать политику ФРС», то есть начать понижать ставки, на что фондовый рынок отреагировал активным ростом, а биткоин пробил локальный максимум выше уровня 64 тысячи. Ну а первыми, кто получил главные тезисы выступления Пауэлла, были подписчики нашего Telegram, потому что как только он закончил свою речь, вот этот пост уже был опубликован на канале, точно так же, как и протоколы ФОМС, актуальные новости и эксклюзивные прогнозы. В нашем Telegram публикуется вся важная информация касательно крипторынка и не только, абсолютно бесплатно, поэтому обязательно подписывайтесь. Так а что именно сказал Пауэлл и как это будет влиять на биткоин дальше? Вчера Пауэлл заявил, что готов снизить процентные ставки, ссылаясь на охлаждение рынка труда и приближение инфляции годовой цели в 2%, и он уверен, что ФРС успешно обеспечит мягкую посадку для экономики США. За последние пару лет было непривычно услышать такие слова от Пауэлла, который, помните, всегда говорил, что мы идем к цели в 2% и следим за данными, а здесь он четко сказал, что теперь будет делать ФРС. Этими словами Пауэлл покрасил фондовый рынок в зеленый цвет, и акции крупных компаний зафиксировали хороший рост. А вот индекс доллара стремительно летит вниз и уже пробивает минимальные уровни декабря 2023 года. Но, как я говорил в прошлом ролике, снижение ставки в сентябре не является сюрпризом. Вопрос только в том, насколько ее понизят. На классические 25 базисных пунктов или, возможно, 50. Все в том же в прошлом ролике вероятность понижения на 0,5% составляла 22%. Но вот после таких заявлений от Пауэлла поднялась выше 30%. Конечно, все еще будет зависеть от ИПЦ, который нас ждет 11 сентября, до заседания ФРС, но я больше склоняюсь в сторону понижения на 0,25%. Но что это значит для криптовалюты? Я уже неоднократно вам говорил, что низкая процентная ставка – это один из лучших катализаторов для рискованных активов, ведь именно они получают основной приток ликвидности, когда ФРС
смягчает денежно-кредитную политику. Наглядный пример – это 2019 год. И именно тогда ФРС в последний раз снижала ставку. Но в начале 2020 года наступила пандемия, что привело к сокращению экономики США, а ФРС пришла на помощь и вообще снизила ставки до нуля. И знаете, что тогда произошло с биткоином? Настоящий булран с пробоем исторического максимума. И как вы можете заметить, такой активный рост более чем на 500% был зафиксирован именно в цикле, когда ставка ФРС была на нуле. И получается, что начало понижения ставок станет очень важным событием, которое пройдет уже в следующем месяце. Таким образом, мы имеем на руках три фундаментальных катализатора, а именно снижение ставок ФРС, беспрерывный приток капитала в ETF на протяжении недели, ну и конечно же принятие биткоина со стороны правительства США. Ведь что Трамп, что Камала Харрис не стесняются использовать биткоин и криптовалюту как главные козыри в своих предвыборных кампаниях. За счет этого биткоин медленно, но уверенно перевернул важнейший уровень 60 тысяч поддержку. И в данной ситуации я снова не могу пройти мимо нашего прошлого ролика, ведь там я четко сказал, что биткоин может продолжить рост только если зафиксируется выше уровня 60 тысяч долларов. Также я вас заранее предупреждал, что во время выступления Пауэлла биткоин покажет активный рост, что собственно говоря и произошло. А как только ФРС снизит ставки, индекс доллара упадет еще ниже, а на рынке облигаций будет заметный избыток ликвидности, с которой придется что-то делать. А когда в январе запустили такой отличный инструмент, как спотовый биткоин ETF, я думаю, вы догадываетесь, куда большие инвесторы отправят свой капитал. Нечто похожее, только по причине банкротства банков, было в марте прошлого года. Тогда доллар упал, а вот биткоин наоборот вырос. И вы просто не успеете моргнуть, как интерес к биткоину вернется, и все побегут его покупать на максимальных уровнях. Ведь так было в 99% случаев. И вот этот мем отлично описывает то, как работает психология на крипторынке. Но мы с вами это проходили уже не первый раз. И прекрасно знаем, что если рынок консолидируется и дает возможность покупать, значит нужно покупать и постепенно накапливать. Касательно локального движения, аналитики нашей подписки Coin22 Pro, благодаря данным от CoinGlass, заметили, что теперь основной барьер для биткоина сохраняется в диапазоне 67-68 тысяч долларов, ведь заявки на продажу, которые размещают слабые руки, не позволяют ему уверенно пробить данное сопротивление. Но вот если сравнивать с началом недели, то индикатор RSI уже пробил нейтральный диапазон, сигнализируя давление покупателей. А также важно, что цена биткоина остается выше 200-дневной линии MAI, из-за чего мы будем ждать пробоя уровня 67 и 68 тысяч. И кстати, используя эти ключевые уровни, аналитики нашей подписки Pro уже предоставили всем участникам четкие точки входа, чтобы заработать не только на росте, но и на падении. Например, на этой неделе участники Pro заработали от 80% на росте монеты Atom, поскольку точки входа в лонг были предоставлены заранее. И по такому же принципу вы можете зарабатывать на движении биткоина, эфира и многих популярных альтов. Причем такой формат работы отлично подходит для новичков, ведь на старте мы предоставляем подробное обучение с полноценными практическими уроками под руководством специалистов, чтобы вы научились торговать своими руками. А чтобы вы могли зарабатывать полностью на пассивной основе, вас будет ждать индивидуальный подбор долгосрочного криптопортфеля. Сегодня все участники Pro уже получили сделку по биткоину, и наши аналитики подготавливают новые позиции на альты. Поэтому, пока рынок позволяет зарабатывать на активном движении, не упускайте такую возможность, а переходите по ссылке в описании, напишите нам и присоединяйтесь к подписке Pro. Но пока биткоин борется с продавцами около уровня 64 тысячи и продолжает зависеть от экономических данных, альткоины ушли в свободное плавание. И знаете, некоторые монеты показывают очень хорошие результаты за последнюю неделю. И сегодня я для вас собрал самые интересные альты, за которыми обязательно стоит следить в ближайшее время. Во-первых, альткоин, который продолжает оставаться в новостных заголовках и по праву забирает звание альткоин недели, это TRX. В прошлом ролике я рассказывал, что Джастин Сан решил повторить успех Solana и запустил свою платформу для создания мемкоинов, которые повышают активность в сети, увеличивают количество транзакций и тем самым оказывают положительное влияние на цену монеты. В последних отчетах указывается, что платформа SunPump блокчейна-Tron запустила 7350 токенов и превысила $500 000 дохода буквально за 24 часа, что позволило ей обогнать Pump Fun от Solana. А на сегодняшний день на платформе уже запустили более 25 тысяч новых мемов,
мемов. А в среду Сан сообщил, что выручка Tron достигла рекордных $5,3 миллиона, что поставило его на первое место среди всех блокчейнов. А также Джастин Сан ожидает, что блокчейн Tron принесет 3-4 миллиарда долларов дохода в течение следующего года. Конечно же, это положительно отразилось на цене TRX, ведь он пробил трехлетний максимум выше уровня 16 центов. Но есть одно но. На рынке сохраняется скептизм по отношению проекта, во многом из-за сомнительной репутации Джастина Сана. Сана неоднократно ловили за руку, когда он манипулировал ценой токена биржи Хобби, скрывал ее резервы, также он судится с SEC и имеет обвинения по другим делам. И это вызывает потенциальные риски касательно его мем-платформы, поэтому советую внимательно следить за тем, что делает Сан. Ну а что по поводу покупки TRX, то в принципе на небольшую сумму, около вот этой поддержки, можно купить и ориентироваться на 15-20% при общем восстановлении рынка. Но в долгосрок пока что я эту монету не рассматриваю. Хотя если вы желаете подробные видео с более детальным разбором проекта Tron и раскрытием всех секретов китайского Илона Маска, пишите в комментариях. А вот следующая монета уже есть у меня в портфеле, и я неоднократно советовал вам ее покупать. И это AVAX. Еще в декабре, перед тем как Avalanche пробил локальный максимум на уровне $60 и началась коррекция на фоне общего снижения цен, мы выпускали отдельный обзор, в котором подробно разбирали данный проект. По факту на цену AVAX повлияли два события, а именно запуск траст-фонда от Grayscale и создание еще одного токенизированного фонда от компании Franklin Templeton. Запуск Grayscale Avalanche Trust подчеркивает постоянную приверженность Grayscale предоставлению инвесторам инновационных возможностей для доступа к захватывающим разработкам криптоэкосистемы. Это заявила руководитель отдела исследований компании Grayscale. Как я вам рассказывал ранее, такие фонды позволяют инвесторам покупать монеты без использования криптобирж. Ведь по факту все, что касается хранения и безопасности, занимается Grayscale. В этом месяце Grayscale уже запустила траст-фонд на монету SUI, а также TAO, о чем я вам рассказывал в нашем последнем топе и советовал вам покупать SUI около поддержки 80 центов, что на сегодняшний день составляет 25% чистого профита, а токен TAO вырос почти на 40% после нашего топа. Grayscale позволяет крупным инвесторам покупать криптовалюту, поэтому новый фонд на AVAX это хороший сигнал, и используя вот эти диапазоны на локальном откате, обязательно стоит его покупать. Тем более компания Franklin Templeton, у которой под управлением $500 миллиардов, расширила свой фонд Franklin On-Chain с помощью сети Avalanche, и теперь инвесторы могут хранить свои кошельки в сети Avalanche. И у Avalanche также есть большое количество известных партнеров, как, например, Alibaba, поэтому проект заслуживает вашего внимания. А знаете, кто вчера зашел на крипторынок и готовится поднять конкуренцию в L2 на эфире? Японский гигант, компания Sony. Буквально вчера появилась информация, что компания Sony в партнерстве с провайдером Web3 Startelli готовится к запуску Sonium. Это новый блокчейн второго уровня на Ethereum. Согласно общей идее, L2 блокчейн от Sony будет применяться в развлечениях, играх и финансах. Сеть Sonium изначально запустят в партнерстве с Astra, у которого хорошие мультичейн возможности. Но компания Sony не просто запустит блокчейн на эфире, ведь команда Sony будет строить свою техническую инфраструктуру на платформе Superchain, используя технологии OP Stack от Optimism. OP Stack увеличивает масштабируемость Ethereum, координируя несколько цепочек, что позволяет увеличивать пропускную способность транзакций, а также эффективность. На этом фоне OP уже успел отреагировать ростом на 10%. И вот поэтому те, кто меня часто спрашивает, какой L2 на эфире лучше покупать, я всегда в первую очередь говорил OP. OP я накапливаю уже давно, и в последний раз советовал вам его покупать выше ключевой поддержки на уровне $1. Сейчас цена пытается выйти из нисходящего тренда, и закрепление OP выше $2 будет для этого хорошим сигналом. Поэтому если в вашем портфеле нет L2 на Ethereum, то для начала присмотритесь к Optimism. Но еще одной монетой на базе эфира, о которой я вам рассказывал в топе, была Aave. Это платформа криптокредитования. Сейчас данные iCrypto.ai показывают последовательное накопление токена DeFi крупными инвесторами. 21 августа цена Aave выросла до локального пика в $143. Это самый высокий уровень середины марта, хотя я советовал вам покупать данную монету на прошлой неделе, когда она стоила всего $100. Данные Sentiment показывают, что число крупных инвесторов, владеющих от 1 до 10 миллионов Aave, увеличилось на 40% в период с 1 по 23 августа. За тот же период времени розничные трейдеры с меньшими остатками Aave сократили свои активы, согласно графику распределения предложения. И обычно накопление китами даже при росте цены актива считается положительным знаком. Для крупных инвесторов типично фиксировать прибыль во время роста цен и
накапливать во время спада. И таким образом накопление во время роста является признаком ожидания инвесторами сильного движения, и уже ключевым диапазоном накопления является вот это сопротивление. А если говорить об эфире, то у него также есть некоторые индикаторы, которые сигнализируют о предстоящем восходящем движении, даже несмотря на большой отток из ETF. Вчера эфир подскочил более чем на 5% после выступления Пауэлла, но давление покупателей заметно по чистому биржевому потоку. Отток эфира достиг 283 тысячи эфиров. Это самый низкий уровень с 11 июня. Чистый отток означает, что давление покупателей доминирует, и лично я слежу за вот этим восходящим треугольником. Ведь после пробоя сопротивления у нас есть потенциал увидеть уровень 3000, конечно же, если отток из ETF прекратится. Само собой, сейчас главным катализатором является предстоящее снижение ставки. Биткоин и весь крипторынок фиксируют более высокие цены, когда процентные ставки были низкими. Об этом сигнализирует Bullrun, а также хайп ICO в 2017 году, когда ставки находились на уровне от 0,75 до 1,25%. Однако рынок начал корректироваться, когда ФРС приступила повышать ставки в 2018 году, и бычий цикл с 2020 по 2021 год также рисует похожую картину. После того, как ФРС снизила ставки до нуля, биткоин начал Bullrun, из-за чего он вырос более чем на 500% буквально за год. Таким образом, постепенный рост цен на рынке может продолжиться в ближайшие недели, когда ФРС все-таки снизит ставку. И это подтверждается ростом капитализации стейблкоинов. Ведь согласно данным CryptoQuant, капитализация стейблкоинов достигла нового максимума в 165 миллиардов долларов за неделю. А это коррелирует с ростом цен на биткоин и другие монеты, поскольку происходит приток капитала. Общее настроение на рынке остаются положительными. Но сами понимаете, что все будет зависеть от новостей на следующей неделе. Ведь все эти продажи от бирж, как, например, MTGOX, или продажи слабых рук, продолжают влиять на биткоин, который еще на 100% не вошел в фазу булрана. Поэтому, чтобы следить за новостями и заранее готовиться к движению рынка, обязательно подписывайтесь на наш Telegram. Также не забывайте жать на колокольчик и писать комментарии. Поддержите видео лайком и увидимся на следующей неделе. Вам желаю удачи и хороших выходных. До скорых встреч!